Продолжаем исследовать увлекательнейшую, интересную историю Китая. Сегодня речь пойдет о том, что такое движение тайпинов, как оно появилось в Китае, как христианство начало проникать в Поднебесную и при чем здесь европейские просветительские миссии. На эти и другие вопросы ответы даст в своей авторской программе доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Масов. Алексей Александрович, приветствую, ждем с нетерпением, вам слово. Да, здравствуйте. Действительно, сегодня мы поговорим об удивительном событии в истории Китая. Мы привыкли считать, что Китай – это страна буддистов, конфуцианцев, даосов, страна местных религий. Но был шанс, удивительный шанс, когда страна могла стать христианской. И когда на китайский трон мог сесть император-христианин. И это были события, которые потом получили название «Восстание тайпинов». Произошли они в 1850-х годах, то есть в XIX веке. И хотя многие называют это восстанием, в реальности это было действительно реальное освоение и создание нового государства, которое получило название Небесного государства тайпинов. И в его действиях принимали участие миллионы людей. И, в принципе, если бы не влияние западных держав, которые поддержали тогда императорскую власть, очень велика вероятность, что восставшие смогли бы захватить власть, и государство стало бы христианским. То есть, как казалось западным державам, в том числе, прежде всего, Великобритании, государством значительно более близким к Китаю по своему духу. Но начать надо с другого. В 1644 году, в 17 веке, падает последняя императорская китайская династия, династия Мин. После нее на трон садится уже маньчжурская династия Цин. Маньчжуры, хотя и дальние родственники китайцев, на самом деле это тюркские племена. И это был в прямом смысле захват власти. Очень многие были возмущены. Очень многие пытались поднимать восстание против маньчжуров. Но ситуация оказалась самой неожиданной. Прежде всего, империя начала очень быстро расти. И в 1790 году, то есть на пике своего развития, она стала четвертой по величине в истории, занимая более 10 части земной суши. Китай стал великим Китаем. Победившие маньчжуры, в общем, сильно подавляли ханьцев, то есть коренных жителей Китая. И многими воспринимались как настоящая захватническая сила. В качестве символа подчинения маньчжурам китайцы вынуждены были носить длинную косу и выбривать себе макушку. Причем, если такие длинные косы имели не только символическое значение, но и, например, некое практическое значение. Например, когда таких китайцев брали в плен, косы связывали друг с другом, то есть возникала такая пара, или еще что хуже, эта коса облегчала казнь путем обезглавливания. Достаточно было просто затянуть косу перед взмахом меча. Тем не менее, по мере роста империи и благодаря хорошо организованной бюрократии, жизнь китайского народа при династии Цин, особенно в XVIII веке, значительно улучшилась. Импортные товары из-за границы и усовершенствование в медицине заметно повлияли на расцвет Китая. Практически была искоренена оспа, сократилось число детоубийств. В империю потекли многие деньги с Запада, поскольку вырос спрос на китайскую продукцию, особенно на чай и шелк. Империя процветала. Китайские мужчины могли попасть в элиту благодаря сдаче особых императорских экзаменов. Сама по себе система императорских экзаменов была введена еще в начале нашей эры. И после долгих трансформаций она дожила практически до 1905 года. В принципе, эти экзамены, они будут одним из основных героев нашего сегодняшнего рассказа. Они были основаны на сдаче некоторых знаний, как и сегодняшние экзамены по конфуцианской классике. Китайцы должны были не только знать, безусловно, конфуцианскую классику, но еще и должны были уметь решать целый ряд практических вопросов. Бороться с разливами рек, с саранчой, с другими бедствиями. То есть чиновник должен был быть и образованным человеком, но и одновременно, конечно, практическим деятелем. Экзамены были известны своей сложностью. Надо было пройти через несколько ступеней отборов, обычно 3 ступени отбора на уровне уезда, на уровне провинции, наконец, в императорском дворце.
и всего лишь от 10 до 20% людей могли пройти экзамен на каждом этапе его сдачи. Это было очень серьезное, страшное испытание. Многие не только не проходили экзамен, даже не это было страшно. Страшно было то, что родственники собирали деньги на поддержку этих людей, нанимали им учителей, тратили, разорялись. А в конце концов оказывалось, что их родственник, которого посылали вся деревня, так и не смог пройти экзамен. Это позор для семьи. И это новая и новая попытка. Некоторые в прямом смысле сходили с ума. И в этом был один из ключевых моментов того, что, как ни странно, произошло в Китае в 1850-е годы. Формально китайцы смирились с тем, что ими управляют маньчжуры. Считалось, что маньчжуры получили небесный мандат направления, и все идет хорошо. Но тут повлияла опиумная война, о которой мы говорили в прошлый раз, повлияло и то, что Китай начал беднеть, Китай начал утрачивать свою самостоятельность. И вот это как раз и повлияло, стало толчком к тому, что на юге Китая начинаются брожения. Юг Китая – особая территория. Это там, где сегодня располагается Гонконг, провинция Гуандун, провинция Фуцзянь. И там жили особая категория людей. И южан северные китайцы особенно не любили. Потому что считали, что они хитрые торговцы, некоторых называли просто грязными существами. И в основном они были представлены особой категорией, которые назывались хакка. Хакка – это дословно пришлые или гости. Дело в том, что юг Китая заселялся в разные провинции, в разные эпохи с разной скоростью. И хакка пришли в эти места позже, чем основные жители Китая, того района, которые назывались пунти, то есть местные жители. Между хакка и пунти все время возникали столкновения. Пунти считали, что хакка, пришлые, пытаются захватить плодородные земли, и вытесняли их на окраины, там, где была каменистая почва. И, например, до сих пор многие деревни вокруг Гонконга старого образца, они были созданы хакка. Хакка строили вокруг деревень огромные стены, чтобы можно было защищаться. Хакка даже изобрели огромные дома, круглые, как крепости, в которых жило по 800 человек. Много семей, много поколений. Так называемые земляные дома, тхулоу. Пунти защищали свои плодородные земли. И в этом смысле хакка надо было научиться защищать самих себя. Именно хакка создали знаменитые китайские тайные общества, в том числе и знаменитое общество Триада. Но при этом их считали грязными, необразованными, агрессивными, и это очень сильно их оскорбляло. Время от времени их вырезали, на них нападали, и вот эта обида проявила себя в удивительном свойстве. Хакка стали прекрасными торговцами, именно они плавали за пределы Китая, именно они основывали очень многие города на территории современной Индонезии, Малайзии, в Сингапуре. Именно они, кстати говоря, первые, кто приплыл в США и создали там первые китайские ресторанчики. Говорили хакка на своем диалекте, который был понятен только им, и это еще больше отделяло их от местных жителей. И вот в конце концов, в 1814 году на юге Китая в одной из деревень Хакка в провинции Гуандун рождается мальчик по имени Хун Сючань. Мальчик был действительно очень талантлив. И в 11 лет уже мог рекламировать конфуцианские тексты, декларировать конфуцианские тексты. В 13 лет получил высшие баллы на местных предварительных экзаменах. Ну и, конечно, родители считали, что он должен стать чиновником, заработать денег, спасти семью. У него было множество братьев. Он был третий брат, не самый старший. И было принято решение вложить деньги именно в его воспитание. В воспитанию Хуна помогали и жители деревни, которые собирали средства на то, чтобы пригласить учителей. И вот когда приходит время, Хун отправляется в Гуанчжоу, в столичный город, пытается сдать экзамен и проваливается. Он был страшно расстроен, возвращается в родную деревню, нанимается работать учителем и готовится к новому экзамену. Та же самая история постигла его родного брата Хун Жэньгана, который тоже пытался сдать экзамен, тоже провалился и тоже решил работать учителем. Спустя 9 лет, в 1836 году,
Хун Сюцянь опять едет в Гуанчжоу, опять пытается сдать экзамены и опять проваливается. Родные всей деревни надеялись, что ему удастся пройти через эти испытания, но, увы, ничего не получилось. Но Хун Сючань познакомился с Гуанчжоу. Гуанчжоу – это был город на тот момент с особым статусом, знаменитый Кантон. Там было много иностранцев. И, по сути дела, это был единственный город, где можно было встретить западного проповедника, которые пытались объяснить на ломаном китайском языке теорию христианства. Более того, несколько китайцев, которые были обращены в христианство, взяли и написали небольшие брошюрки, то, как они понимали христианство. И одна из брошюрок автора Лян Фа внезапно попадает Хун Сючаню в руки. Говорят, что ему ее просто вручили на рынке. Он не стал ее читать. Он был очень занят подготовкой к экзаменам, сунул в какую-то свою сумку и на время о ней забыл. И в очередной раз пошел уже третий раз сдавать экзамен. Ну, история повторилась, ему опять не повезло. Еще один провал, и его психика не выдерживает. Он успевает только извиниться перед своими родственниками, перед своими односельчанами и впадает в прострацию, а потом у него начинаются тяжелые видения. Какое-то время он провел в бреду и видениях, а когда очнулся, начал рассказывать о странных образах, которые его посетили, и где ему поклонялись в этих видениях, как высокому духу. Какой-то старец в черных одеждах с золотой бородой подарил Хуну меч, которым тот убивал демонов. И это было вполне такое даосское видение, потому что многие даосские культы начинались именно с видений. Видения не покидали Хуна еще 1,5 месяца. Приходя в себя, он рассказывал все новые и новые истории, и таких историй набралось несколько десятков. Во всех видениях часто фигурировал человек в черных одеждах и какой-то его спутник, которого он звал братом. Более того, в одном случае к нему явился сам Конфуций и признался, что сбил народ Китая с истинного пути, показав ему неверное учение. На тот момент это звучало как дикость, потому что, конечно же, конфуцианство было, как говорится, сердцем китайского народа. Но это отражало отношение Хун Сючаня к конфуцианству, потому что он сдавал именно конфуцианские экзамены, именно на них он провалился. Хун, в конце концов, вернулся к преподавательской деятельности, но видения не выходили у него из головы, а в это время у империи Цин начинали свои проблемы. Император Дао Гуан постарался остановить продажу опиума в Китае, мы об этом говорили уже, это ему не удалось. Первая опиумная война завершилась полным разгромом Китая, и британцы заняли город Гуанчжоу. Хун Сючань еще раз в 1843 году отправляется на экзамены, еще раз проваливается. Он возвращается в деревню, разочарованный, обозленный. И тут к нему на помощь приходит один из его братьев, который, копаясь в его вещах, обнаруживает книжечку, христианскую книжку, которую дали ему на рынке, некого автора Лян Фа. Они начинают его читать, и Хун Сючань начинает изучать эту книгу. Заинтригованный, он вдруг понимает, что все его видения – это были не совсем видения, это было откровение. Человек в черной мантии оказался самим Богом, его брат – Иисусом. Ну а сам Хун, естественно, как он теперь понял, был вторым сыном Бога. И у него была особая миссия – избавить Китай от демонов конфуцианства и обратить население в свою веру. Теперь смысл стал абсолютно ясен для него. Хун начинает обращать в свою веру нескольких своих родных братьев, Хун Чжэньгана, Фэн Юньшаня, а потом они станут лидерами повстанцев. Тут же они начинают проповедовать христианство, чиновники лишают их права преподавать, то есть лишают работы, их это не испугало, они отправляются в путешествие по югу Китая, приезжают в разные деревни и рассказывают о Боге, о том, что у него было 2 брата, 2 сына, соответственно, Иисус Христос и Хун Сючань. И после возвращения в свою родную деревню многие заметили в Хун Сючане серьезные изменения. Он теперь начал говорить, что демоны, которые были в его видениях, это маньчжуры. И, соответственно, сын Бога должен победить их. И, как следствие,
Хун Сюцюань начинает собирать свою маленькую армию. Практически движение начинается на юге Китая, в провинции Гуандун и Гуанси. Это самый-самый юг, жаркий юг Китая. Его один из дальних кузенов, Фэн Юньшань, который был в это время в Гуанси, начинал пересказывать историю о том, как Иоанн Креститель стремил пути Господни, то есть готовил приход Господа, так и Фэн Юньшань готовил приход Хун Сюцюаня как сына Бога. Хун Сюцюань, находясь в Гуанчжоу, начал сам активно писать и изучал Библию, переведенную иностранными миссионерами, переведенную плохо, но это давало еще больше простора для фантазии. И он считал, что надо добавить в Библии третью книгу, помимо Ветхого и Нового Завета. И он, собственно говоря, и начал ее составлять. Сами два завета он также считал, что нужно отредактировать, что он и сделал. И он представлял себя в качестве второго сына Бога. Он просто убрал любое упоминание о том, что Иисус был единственным сыном. Он женился в это время, но самое главное, его главная задача была распространение нового учения. Его братья основывают общество поклонения Богу. Оно уже насчитывало 2000 человек. Все они представляли себя христианами, но ровно настолько, насколько они понимали. И китайское христианство сводилось к видениям и прямому общению с Богом. Многие из его последователей, а так или иначе, они все были его родственниками, говорили о том, что они в своих снах, в своих видениях общаются либо с Богом, либо с Иисусом, ну а на земле есть Хун Сюцюань. В конце концов, Хун Сюцюань сам начал признавать, что все видения Бога, которые испытывают его сторонники, они реальные, и поэтому все они обладают даром предвидения. В конце концов, их проповедь стала очень популярной. Они собрали армию почти в 30 тысяч человек. Это было больше, чем регулярная армия провинции на тот момент. Цинские солдаты, то есть солдаты императорской армии, начали нападать на них, пытались расчленить. Некоторых даже сажали в тюрьму, но повстанцы их освобождали. То есть оказалось, что популярность христианских идей очень высока. Идея спасения, идея того, что надо вести правильный образ жизни. Хун Сюцюань запрещает пить спиртные напитки, использовать наркотики, это в том опиумном Китае. Он требует воздерживаться от каких-то контактов между мужчинами и женщинами, если они официально не состоят в браке. Он создает свой императорский двор, объявляет себя новым императором, делает свой флаг, свои одежды и называет свое государство небесное, государство великого покоя, Тяньпинь Тхенго. Вот отсюда же и пошло название тайпинов. Он начинает назначать своих братьев на должности региональных правителей. То есть у него теперь были свои генералы, свои министры, свой двор. То есть они полностью начинали воспроизводить империю. В конце концов, несколько атак со стороны цинских войск на отряды Хун Сюцюаня закончились тем, что восставшие просто окружили цинские войска и уничтожили почти несколько тысяч человек. В конце концов, что теперь в свой 27-й день рождения молодой тогда Хун Сюцюань, это был молодой лидер, объявляет, что теперь он является абсолютно независимым правителем, он не зависит от маньчжуров, естественно, не зависит от Китая. Тайпинская Библия является основным текстом, который должны все изучать. Он заменяет конфуцианские тексты, все его братья, все последователи начинают уничтожать все, что связано с конфуцианством. Тексты, различные изображения, на алтарные таблички. Традиционный китайский календарь был заменен западным календарем. И многие иностранцы, которые узнавали об этих вещах, особенно британцы, говорили: «О, вот это прогресс! Теперь Китай постепенно станет иностранным». Кстати говоря, очень напоминает то, что стало происходить в 20 веке, когда восстановили отношения между США и Китаем. Цинские власти, конечно, объявили и Хун Сюцюаня, и его второго брата Хун Чжэньгана в розыск. За голову их назначалась огромная цена.
Хун Чжэньган сумел убежать в Гонконг, добрался до британской территории, где его приютил шведский миссионер Теодор Хамберг и начал его системно обучать христианству, тому настоящему христианству, которое следовало из Библии. А армия тайпинов теперь пришла в активное движение и начала наступление по всему Китаю. Прежде всего, нужно было понять, куда наступать. Перед ними лежало несколько дорог, все они находились на юге Китая. Можно было наступать на Пекин, захватить в Пекине трон и сесть на этот трон. Но они предполагали, что Пекин очень хорошо защищен. И этого делать не надо. Хотя это было не так. Пекин оказался на самом деле плохо защищен. Они развернулись и пошли в другой город, Нанкин, одну из старых столиц Китая. А маньчжурский император, боясь, что все-таки восставшие подойдут к Пекину, испугавшись, просто убежал в Манчжурию, то есть в родные места на северо-востоке Китая. В 1852 году повстанцы переправляются в провинцию Хунань, то есть подходят уже очень близко к центральной части Китая, захватывают город Чжэнчжоу и делают его своей новой штаб-квартирой. Затем наступление на еще один крупный город Чанша. И один из повстанцев, руководитель и один из дальних братьев Хун Сюцюаня, Сяо Чаогуй, решает личным примером вдохновить наступавших. Он одевает... Алексей Александрович, я предлагаю здесь заинтриговать наших слушателей, поставить паузу и продолжить этот рассказ ровно через неделю. Время утекает. Великолепный рассказ доктора исторических наук, востоковеда, директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексея Маслова в авторской программе «Азиатский путь».